Сегодня у нас в меню чипсы. Да-да, именно чипсы, корейские чипсы из водорослей. И начнем мы их готовить с бульона. Для этого нам потребуются сушеные анчоусы, рыбы мьольчи. 5 штук закладываем в кастрюлю и заливаем водой. 1 литр 200 миллилитров. Кстати, если у вас нету этой сушеной рыбы мьольчи, то не расстраивайтесь, можно и просто без бульона воспользоваться водой, но об этом позже. Также нужно заложить сушеные водоросли ташима 5 грамм. У меня их нет, я их заменяю на еще 2 сушеные рыбы мьольчи, чтобы немного уравновесить вкус. Доводим до кипения, и если будет образовываться пена, то пену мы должны снимать и удалять. А после того, как бульон закипел, мы должны уменьшить огонь до среднего и 10 минут кипятить на среднем огне. После этого полученный бульон мы процеживаем и остужаем. И 500 мл полученного бульона мы опять заливаем в кастрюлю. Если у вас нету рыбы мьольчи и водорослей ташима, просто используйте вот с этого момента обычную воду. Далее мы должны растворить в бульоне 6 столовых ложек клейкой рисовой муки. Если клейкой рисовой муки нет, то просто сварите рисовую кашу, но из клейкого белого круглого риса. Мы варим всю эту массу до густоты каши, все время помешивая, разбивая комочки. Когда вся эта рисовая паста или по-другому каша начнет пыхтеть, тогда мы еще помешиваем 20 секунд и затем снимаем с огня. Главное, чтобы все это достигло густоты. Если вы вывариваете рис до состояния рисовой каши, или если у вас получилось достаточно много комочков и не получилось их все хорошо разбить, то тогда пропустите эту полученную рисовую массу через сито, чтобы паста получилась рисовая ровная и достаточно густая. Вот такая должна у нас получиться рисовая паста. И теперь два способа, как ее можно заправить специями. Первый способ – это щепотка соли, рыбный соус 1/3 столовой ложки. Это при учете, если мы разделяем полученную массу на 2 равные половины и используем два способа заправки. Добавили, перемешали. Но учтите, чем больше ингредиентов вы добавляете, тем цвет пасты будет более меняться с белого на коричневый. Также добавляем кунжутное масло 1/3 столовой ложки и все хорошо размешиваем. Второй способ, который считается традиционным. Добавляем кунжутное масло 1/3 столовой ложки, сироп или сахар 1/3 столовой ложки и чеснок, молотый чеснок 1/3 столовой ложки. И также соевый соус 1/3 столовой ложки. И все хорошо перемешиваем. Как я и говорила, будет это приобретать уже, соответственно, не белый цвет. Вообще иногда ничего не добавляют, чтобы оставить пасту как можно более белого цвета. Это уже как нравится. А иногда даже добавляют чили порошок, красный молотый перец чили. Теперь, после того, как паста готова, мы берем водоросли нори, которые используют для роллов, и на рифленую сторону водоросли, на одну половину листа, мы наносим пасту, подготовленную. У нас 2 вида пасты, будем пользоваться и той, и той. После того, как мы нанесли пасту на половину листа, мы сворачиваем лист вдвое. Он хорошо и быстро, без проблем склеится. Нижняя часть у нас листа будет без пасты, а на верхнюю часть мы наносим опять-таки пасту. Можно наносить достаточно много, так будет даже вкуснее. Кстати, в традиционном виде тогда не было таких специальных аппликаторов в виде кисточки, просто мазали листы руками. Теперь переходим к топпингу. Вообще топпинг может быть разным. Например, если вы используете лист целиком, можно и целиком лист промазать, не сворачивая, то тогда обычно делают 12 таких точечек насыпанного кунжута. У нас половинка листа, поэтому мы насыпем обжаренным кунжутом 6 вот таких вот точек.
Где-то в общей сложности уйдет 2-3 столовые ложки обжаренных кунжутных семян. И по выбору можно также использовать сушеный перец чили, тонко нарезанный. В азиатских магазинах он уже таким продается, или же можно самим засушить и нарезать. Но это, как говорится, один из вариантов опциональный, как можно украшать вот эти самые чипсы. Перекладываем, например, на какую-нибудь тарелку или же, например, на бумагу для выпечки. И если у вас нету перца чили или вы просто не хотите, то можно просто посыпать кунжутными семенами. После того, как мы нанесли топпинг, нам нужно засушить эти водоросли удобным нам способом. Первый вариант: можно засушить на солнце и ветре, на это уйдет тогда 1 день, это по традиционному, по старинке, или можно воспользоваться электросушилкой в режиме овощи, фрукты, тогда на это уйдет 8 часов. Периодически, конечно, нужно переворачивать и разглаживать их форму так, чтобы они сильно не морщились в процессе засушивания. И вот что мы получаем. Как вы видите, они станут очень твердыми и будут легко ломаться. И, конечно, они немного поморщатся, так или иначе, как бы вы ни старались их выравнивать в процессе засушивания. Но теперь они готовы к жарке. Это наш последний этап. Нагреваем растительное масло 500 мл до 170 градусов. Как проверить, что масло нагрелось? Опустите кончик водорослей, масло должно зашипеть. Мы опускаем чипсы в масло, но не держим там их долго, буквально несколько секунд. И обжарить нужно с обеих сторон. Положили, зашипело и сразу перевернули и вынули. Иначе они пережарятся и сгорят и будут невкусными. Совет: с одной стороны держите щипцами, а с другой стороны придерживайте 2 азиатскими палочками, которые будут упираться в края листа, так чтобы он не свернулся от сильной температуры. Пожаренные чипсы мы кладем, например, на железное сито или же на бумажное кухонное полотенце для того, чтобы убрать излишки масла с чипсов. Готовые пожаренные чипсы, их можно нарезать, удобнее всего делать это ножницами, или же подавать их целыми. Это необыкновенно красивое традиционное блюдо корейской кухни, которое и сейчас очень любимо в современной корейской кухне и имеет гораздо больше вариантов приготовления, чем мы сегодня с вами смогли рассмотреть. Блюдо это не только вкусно, но и интересно есть, потому что необыкновенно оно хрустит, а вкус очень необычный. Советую хоть раз приготовить и попробовать, или же купить в корейском магазине. Они там тоже продаются уже готовые. Приятного аппетита!